Представьте ситуацию. Нейросети задают вопрос, на который в принципе не существует правильного ответа. Что она выдаст? Принято считать, что искусственный интеллект — это чистая, беспристрастная математика и сухие алгоритмы. Но как только дело доходит до жизненных советов или личных оценок, математика пасует. И вот тут начинается самое интересное. Алгоритмы начинают проявлять свой собственный, скрытый характер. Сегодняшний разбор посвящен именно тому, как это работает изнутри. Допустим, мы спрашиваем чат-бота, соглашаться ли на новую работу или как лучше сгладить конфликт с близким другом. Универсального ответа в природе не существует. Чтобы дать хоть какой-то адекватный совет, искусственному интеллекту приходится опираться на заложенные в него внутренние ценности. Самое поразительное, что эти ценности не просто какая-то абстракция, их вполне можно измерить. Всю фактуру для этого разбора мы взяли из масштабного исследования под названием «Ценности Клоуд в разных моделях и языках». Его провели Мэтт Керни и команда компании Anthropic в 2026 году. Сразу сделаем важную оговорку. Все цифры и выводы, которые мы сейчас обсудим, актуальны именно по данным на момент исследования. Технологии развиваются стремительно, поэтому наша цель — разобрать фундаментальные принципы, не перенося конкретные результаты на сегодняшний день. Раздел 1. Как вообще нейросети выбирают свои ценности? Как ученым удалось измерить нечто такое субъективное? Ведь нейросеть нельзя положить на кушетку психоаналитика. Давайте сразу проясним, когда исследователи говорят про ценности искусственного интеллекта, речь идет не о том, что машина умеет сочувствовать или радоваться. Чувств там нет. Это скорее похоже на настройки внутреннего компаса, набор поведенческих правил, которые отражаются в генерируемом тексте. Если алгоритм постоянно перестраховывается и предупреждает об опасности, это просто значит, что его компас сдвинут в сторону осторожности. Сам эксперимент был выстроен очень изящно. Ученые взяли огромный массив данных, более 300 тысяч реальных диалогов на 20 разных языках. Сначала в ответах бота обнаружили больше 3000 различных поведенческих реакций. Естественно, анализировать такой хаос просто нереально. Поэтому исследователи применили математику и сжали все это гигантское многообразие до 4 простых шкал. По сути, получились ползунки на виртуальном микшерном пульте, где каждый отвечает за свою черту характера. Раздел 2. 4 шкалы характера искусственного интеллекта. Если посмотреть, в каком положении находятся эти 4 ползунка, можно довольно точно составить психологический портрет любой языковой модели. Первый ползунок — это баланс между податливостью и осторожностью. Что для системы важнее — во всем поддакивать собеседнику, потакать любым запросам, или же включить режим строгого охранника и постоянно проверять, нет ли скрытых рисков. На одном полюсе находится безотказный помощник, на другом — вечный перестраховщик. Вторая шкала регулирует баланс теплоты и строгости. Двигаем ползунок влево, получаем эмпатичного, позитивного собеседника, который хвалит идеи и всячески поддерживает. Двигаем вправо, и перед нами сухая академичная машина. В таком режиме система выдает исключительно факты, железную логику и педантичный разбор, напрочь отключая любые эмоции. Третий параметр — глубина в противовес краткости. Представим, что задан какой-то элементарный вопрос. Нейросеть, выкрученная на максимальную глубину, выдаст подробнейший текст с кучей нюансов, контекстом и критическим анализом. А модель, настроенная на краткость, выдаст прямой ответ в одно предложение. Она сделает ровно то, о чем просили, и ни словом больше. И, наконец, 4-я шкала — откровенность против исполнительности. Она показывает, как алгоритм ведет себя, когда в чем-то сомневается. Откровенная модель честно скажет: тут моих знаний не хватает, есть ограничения. А вот исполнительная модель заточена на результат. Она постарается выдать максимально уверенный, отполированный ответ, даже если данные не совсем полные. Раздел 3. Как отличаются версии моделей? Вооружившись этими шкалами, мы подходим к первому интересному инсайту. На момент тестов оказалось, что разные версии одной и той же нейросети имеют кардинально разные, уже вшитые в них характеры. И это не случайность, а системная особенность. Взять, к примеру, модель Sonnet версии 4.6. Она вела себя как очень заботливый друг, была теплой, податливой, часто шутила и отвечала по делу. А вот версия Opus 4.7 — полная противоположность. Этакий строгий, въедливый редактор. Модель уходила в глубокие детали, докапывалась до слабых мест и без всякой просьбы сыпала предупреждениями о рисках. То есть, выбирая версию нейросети, мы буквально выбираем типаж нашего собеседника. Раздел 4. Как язык общения меняет нейросеть. И если разница между версиями кажется вполне логичной, то следующее открытие просто меняет правила игры. Оказывается, одна и та же нейросеть полностью сдвигает свои внутренние настройки в зависимости от того, на каком языке идет диалог.
Контрасты поразительны. Если общаться на хинди или арабском, алгоритм включает максимальную теплоту и желание угодить. Но стоит переключиться на русский или английский, как этот же самый алгоритм превращается в холодного аналитика. На русском языке модель демонстрировала просто запредельную строгость. Бросала вызов аргументам, требовала строгих доказательств и безжалостно исправляла ошибки. А вот голландский язык почему-то делал систему максимально откровенной. Она легко брала на себя ответственность и признавала недочеты. Раздел 5. Практическая польза для нас. Возникает резонный вопрос. Зачем нам вообще все это знать? Как это применить на практике? На самом деле, эта скрытая механика напрямую решает, какого качества результат мы получим. Давайте разберем классический сценарий. Два разных человека отправляют абсолютно идентичный бизнес-план в одну и ту же нейросеть с просьбой его оценить. Если первый пишет запрос на хинди, он получает в ответ позитивный отзыв, похвалу и уходит с мыслью, что его идея идеальна. Второй загружает тот же самый файл, но просит анализ на русском языке и получает жесткий сухой разбор. Система критикует допущения, требует финансовые доказательства и указывает на слабые места. Впечатления о качестве собственной работы у этих людей будут совершенно разными, а причина исключительно в выбранном языке. Главный вывод, который стоит забрать из этого разбора, очень прост. Искусственный интеллект — это не монолитный оратул, знающий единственно верный ответ. Каждый раз, когда мы выбираем конкретную версию модели и начинаем печатать текст на определенном языке, мы в реальном времени задаем настройки этой системы. Мы своими руками решаем, будет ли наш цифровой помощник лояльным приятелем или строгим критиком. Понимая, как работают эти скрытые механизмы, можно осознанно управлять процессом и получать ровно ту обратную связь, которая нужна для решения задачи здесь и сейчас. Главное — понимать принципы работы инструмента и использовать технологии с умом.